Ты начинаешь пиарить безопасность, значит, а что, опасность была? Он что-то начинает дергаться, достает с кармана гранату. Не переживай, езжай прямо. Яндекс, высокие технологии. Как это возможно? Я знаю водителей, которые принципиально не пристегиваются, типа они такие классные водители. Функция безопасности, которую придумали не мы. АИ, ТБИ, Безопасный диспатч. Макросы. математика и пользователь счастлив. Главное правило — это умение выходить за скрипты. Это антология технологий Яндекс.Такси. Сериал о технологиях и людях, которые делают такси таким, каким мы знаем его сегодня. А голос этой серии я, Варя Шмыкова. Почему я? Если честно, так решила команда сериала. Дали еще Варю Шмыкову. Помните? Мне кажется, хороший вариант. А вообще я часто пользуюсь такси и пару раз попадала в неприятные ситуации. Поэтому мне важно знать, как сервис защищает пользователей, таких как я, и водителей, и что делает для безопасности в поездке. А говорить будем с отделом безопасности и поддержкой. Это они отвечают за то, чтобы в поездке с нами ничего не происходило. Мы с командой строим процессы и придумываем новые функции в приложении, чтобы все было очень скучно. Человек вызвал такси, сел, доехал, вышел. Все. Технологии безопасности работают на каждом этапе – до, во время и после поездки. Водителей-новичков проверяет нейросеть, а алгоритмы стремятся отдать сложные заказы опытным исполнителям. Куча технологий защищают пользователей и водителей в пути от неприятностей на дороге и иногда друг от друга. А если все-таки что-то идет не так, служба поддержки реагирует и разбирается, благодаря оценкам и рейтингам. Но давайте обо всем по порядку. Пассажиры даже не представляют, какое количество этапов водитель проходит для того, чтобы сидеть с вами в одной машине. Чтобы получить доступ к заказам, в сервисе водитель должен предоставить фотографии своих документов. Это водительское удостоверение, паспорт и документ на автомобиль. Чтобы стать водителем, нужно иметь подходящий возраст и стаж. И соблюсти еще несколько важных условий. О, вот я бы подошла. Только вдумайтесь, в сервисе каждый день регистрируется больше 10 тысяч новых водителей по всей России. И кто же их проверяет? Изначально исторические документы проверялись асессорами, людьми. Ребята знали, какой должен быть шрифт, какой должен быть цвет, какие должны быть отступы. Они это уже чувствовали просто вот на инстинктах, что это подделка. Но возможности человека в любом случае ограничены. Человек может проверить одно лицо, может проверить десяток, возможно, может проверить сотни, но тысячи, миллионы он, скорее всего, никогда не проверит, либо это у него займет несколько дней. Поэтому мы поняли, что нам нужно это как-то автоматизировать, и создали железного асессора, через который никто не пройдет. Железный асессор — это внутренний сленг. Так в команде безопасности называют технологию компьютерного зрения, которая помогает проверять документы и фотографии водителей. А еще система умеет распознавать подделки. Например, если водитель создает фейковый аккаунт, чтобы вернуться в такси после блокировки. Последнее, чего мы хотим, это пустить в сервис человека, который до этого совершил серьезные нарушения. Очевидно, те, кого мы не пускали, пытались каким-то обманным путем пройти. Это явно меньше процента от всех активных водителей. Как только они поняли, что мы каким-то образом учитываем лица, они начали пытаться изменять свое лицо. Надеть очки, причем очки не просто очки, а какие-нибудь с разными глазами. Это попытка надеть какую-нибудь бороду. Мое любимое — это проверки, в которых водители стояли с документом и делали вот такое лицо, и при этом на самом документе у них было такое же лицо, чтобы мы поняли, что это один и тот же человек. Не поняли, а подумали. Конечно, мы видим все попытки водителя как-то так или иначе нас обмануть. Больший вклад вносит нейронная сеть, которая позволяет превратить изображение в набор циферок, с которыми потом можно будет удобно работать. Это называется автоэнкодер. А сейчас минутка зауми. Как система переводит изображение в цифры и понимает, что на двух фотографиях один и тот же человек? Допустим, это я. Есть второй человек. Это я в отпуске. Там мне, конечно же, нужны очки. Из этого изображения мы можем получить некоторый вектор. Задача в том, чтобы автоматика понимала, что я на работе и я на отдыхе — это один и тот же человек.
Есть алгоритм сравнения изображений, так называемый cosine similarity, или по-русски это косинусная похожесть. И у нас есть два вектора. Допустим, вот это я на работе, а вот это тот же я, но в очках. Как понять, что это один и тот же человек? Нам нужно взять косинус вот этого угла. Соответственно, косинусная похожесть векторов АБ — это скалярное произведение векторов, деленное на их норму. И это будет сумма АИТ и БИТ, деленная на корень из сумм произведений. Математика, но как только мы подставим чиселки, все станет понятно. Получится примерно 0,99. Очень грубо говоря, можно сказать, что я в офисе и я в отпуске похожи на 99%. Можно попытаться надевать очки, можно пытаться какую-нибудь бороду себе приделывать. Конечно, у тебя будет другой вектор, но они все еще будут похожи. В процессе работы мы продолжаем запрашивать фотографии самого водителя, чтобы убедиться, что за рулем сидит именно тот, кто зарегистрирован в сервисе. И мы продолжаем проверять статус водительского удостоверения, потому что на регистрации все могло быть хорошо, но человек мог через 2 недели лишиться права управления транспортным средством. Если было лишение у человека, то мы говорим, что, к сожалению, сейчас мы ограничим доступ к заказам. Возвращайтесь, когда вот этот срок лишения истечет. Есть еще регулярный контроль, называется дистанционный контроль качества. Мы контролируем, что на автомобиле нет крупных повреждений, то есть что он не попадал в какие-то значимые ДТП. А также мы проверяем на этом фотоконтроле вообще наличие и доступность ремней безопасности. Особенно в некоторых регионах это актуально. На заднее сиденье могут положить какой-нибудь чехол, ковер, спрятать просто под сиденье, либо закрыть замки ремней безопасности заглушками. Этого быть не должно. С проверками закончили. Водитель уже может выходить на линию и ловить первый заказ. Технологии безопасности срабатывают и здесь. Алгоритмы стремятся отдать сложные заказы, например, на МКАДе, опытным исполнителям. За этим следит безопасный диспатч. Безопасный диспатч... А есть какое-то более простое название? Нет. Ну, тогда давайте объяснять. Диспатч – это момент формирования заказа, когда система назначает водителя. Про водителей у нас есть данные о том, превышает ли водитель скорость, насколько он плавно водит по телеметрии, какой у него стаж, сколько у него поездок. Вот на основе всех этих факторов специальная машинно-обученная модель формирует такую оценку надежности. То есть если водитель соблюдает скоростной режим, водит плавно, у него много поездок, у него большой стаж, хорошие оценки, в общем, все у него хорошо, у него будет очень высокий скор надежности, мы ему доверяем полностью во всем. За все то огромное время, когда работает навигатор, накопилась большая статистика, где происходит ДТП. И мы про каждое ребро маршрута, то есть про каждый отрезок, знаем относительную аварийность этого отрезка. Что происходит на этапе диспатча? Если потенциальная аварийность высокая, то из всех доступных водителей алгоритм пытается выбрать того, у которого скор надежности высокий. То есть сложный маршрут мы стремимся отдать опытному, надежному водителю, потому что с большей вероятностью он справится с ним без всяких происшествий, и все будет хорошо. Водитель приехал на заказ, пассажир садится в машину и первым делом слышит: «Не забудьте пристегнуть ремень безопасности, даже на заднем сидении». Ремень безопасности – старая, но самая эффективная технология защиты пассажиров и водителей. Но Алису слушают не все. Я слышу Алису, я думаю, ладно, что такого? Частенько такое бывает, что пассажиры с таким выражением лица, типа, я говорю, это ваша безопасность. Иногда пристегиваюсь, иногда нет.
если мне нужно работать, и у меня куча с собой каких-то вещей. То есть если мне это слишком неудобно, я игнорирую это сообщение. Но спереди тут вообще 100% надо пристегиваться, потому что у меня вся машина звенит, что очень хорошо, что даже говорить не надо. Я знаю водителей, которые принципиально не пристегиваются и еще и гордятся тем, что они никогда не пристегиваются. Типа они такие классные водители. Вообще в России очень плохо пристегиваются. В интернет-опросах люди говорят, что 90% из них пристегиваются на переднем сидении. Когда мы начинаем проверять реальность, оказывается, что в Сочи на переднем сидении пристегиваются 15% пассажиров и 30% водителей. А в Нижнем Новгороде что-то порядка 50-60%. Ремень безопасности – это самая эффективная мера смягчения последствий, если что-то плохое произойдет. Вот это реально недооцененная функция безопасности, которую придумали не мы. Ей уже очень много лет. Если бы завтра в России все пристегнулись, то аварийность с пострадавшими и погибшими сократилась бы в разы. Почему люди не пристегиваются? Кто-то уверен, что сзади это просто не нужно. Пристегнетесь? Зачем? Безопасность? Сзади? Конечно. Кто-то верит в опасный миф, что ремень сделает только хуже. Лучше вылететь через лобовое стекло, чем оказаться пристегнутым, зафиксированным в машине, а машина вот загорится. Здесь надо понимать, что возгорание автомобиля – это ситуация в разы на порядке менее вероятная, чем столкновение. Поэтому таким образом человек как бы оптимизирует один очень маловероятный риск и подвергает себя гораздо более вероятному риску. А кто-то придумывает другие отмазки. В такси ездит очень много разных людей, поэтому и идею о пристегивании можно доносить по-разному. Через одежду, социальную рекламу, кампании в соцсетях, интеграции с художниками, мемы, оповещения, дисклеймеры в фильмах или через наш сериал. Кстати, даже знакомство с героями этой серии не обошлось без напоминаний о ремне. Покажи, пожалуйста, предыдущий слайд. Вот почему у нас люди в такси не пристегнутые? Хоть мы и разные, но в вопросах с ремнем безопасности должно быть единое мнение. Поэтому, пожалуйста, пристегивайтесь. И напоследок, пристегнитесь уже, пожалуйста. Сели, пристегнулись. Погнали? Погонять не получится. В водительском приложении есть мониторинг скорости и опасных маневров. Мы смотрим на данные GPS, берем последовательные точки, которые присылает устройство водителя, и в этих данных есть еще время регистрации этой точки. По времени и расстоянию между точками мы вычисляем скорость. Любой, кто ездил в навигаторе, знает, что если ты заехал, например, в туннель, тебя может на карте куда-то переместить. И, естественно, скорость окажется какой-то абсолютно запредельной. Мы следим, чтобы вот это превышение регистрировалось в течение определенного промежутка времени. То есть на протяжении нескольких минут водитель должен действительно превышать ограничение скорости на этом участке. А вот мониторинг манеры вождения строится уже на данных акселерометра. Он сейчас есть практически в любых современных смартфонах. Вообще акселерометр присылает ускорение, с которым движется устройство, и его ориентацию в пространстве. Мы получаем такой временной ряд из значений ускорения. В нормальной ситуации эти данные, они укладываются в какой-то промежуток, ведут себя каким-то, скажем так, нормальным образом. Когда случается резкая разладка, то есть когда эти данные выходят из какого-то нормального диапазона, начинают вести себя как-то очень по-другому, чем в любой другой нормальной ситуации, мы понимаем, что здесь что-то произошло. Это может быть либо резкий маневр, то есть резкое перестроение из ряда в ряд, резкий разгон или резкое торможение. Водители не склонны попадать снова и снова на радары этого метода. Это мера скорее для того, чтобы новенького водителя обучить, что система на это реагирует, и за этим нужно следить. Если опасная езда повторяется раз за разом, водитель получит предупреждение. Но бывали случаи, когда система не реагировала. У меня был случай, когда мой друг ехал из загорода с дачи в Москву, и его водитель вез со скоростью 180 км в час при ограничении в 110. При этом на наших мониторингах ничего не засветилось, что повергло меня слегка в ужас, потому что 180 км в час, Яндекс, высокие технологии, как это возможно? Оказалось, что проблема была в том, что на айфоне скорость передается в метрах в секунду.
а на андроиде в километрах в час. И на основе жалобы моего друга мы переделали полностью метод по детектированию превышения скорости, увеличили его точность. За скоростью следят так пристально, потому что именно превышение приводит к более тяжелым последствиям при авариях. ДТП возникает по огромному количеству факторов. И сказать, что мы сведем ДТП к нулю, наверное, это иллюзия. Не будет такого. Наша задача сделать так, чтобы ДТП с пострадавшими становилось все меньше и меньше. Потому что если бьются железки, обидно, бог с ним, они починятся. А вот когда страдают люди, это действительно проблема, и хочется в первую очередь направить усилия на эту задачу. Когда случается авария, система может сразу же распознать это, благодаря технологии проактивного детекта. Технология следит за показателями акселерометра в смартфоне водителя. Если произошел резкий скачок и совпало еще несколько факторов, например, что машина дальше не едет, то технология отправляет тикет в саппорт, и саппорт связывается с участниками поездки. Ребята, которые связываются, должны обладать специальными навыками, потому что прямо сейчас люди находятся в очень такой стрессовой ситуации. Не просто позвонить и поговорить, а действительно помочь. Все видели эти видео, где пассажиры и водители спорят из-за какой-то мелочи. Они быстро становятся мемами, над которыми все смеются. А вот мне не смешно. Как-то мне попадается заказ ночью. Садится мужчина с виду адекватный, проходит 5 минут, и он мне говорит: слушай, там впереди очень хороший грузинский ресторан есть. Я говорю: вас там остановить? Он говорит: нет, сегодня гуляем. Я говорю: да нет, спасибо. Он что-то начинает дергаться, достает с кармана гранату. Я не знаю, что делать. Он говорит: не переживай, езжай прямо. Сейчас очень вкусно там покушаем. Я ему говорю: давай заедем за сигаретами по пути. Он говорит: давай. И мы едем. Я думаю, сейчас где будет полиция, помигаю, либо там остановлюсь, чтобы там его повязали. Но полиции нигде не оказалось. Минут 10 с ним ехал, пока он эту гранату держал возле меня. Короче, мы доехали до магазина, начинаю выходить с машины, он тоже выходит. Я резко сажусь в машину, уезжаю, полицию туда вызываю, где его оставил. Быстро реагировать на подобные ситуации помогают различные функции в приложении, про которые важно знать как водителям, так и пользователям. Например, экстренный чат, с помощью которого можно сообщить о чрезвычайной ситуации в поездке. Кнопка 112 – возможность быстро связаться со скорой или полицией. А еще кнопка «Конфликт» для водителей. Водители чувствуют себя незащищенными, и для них самое главное сложность, что в момент поездки в машине нет никого, кроме, собственно, водителя и пассажиров, которые находятся внутри автомобиля. И благодаря этому запросу и этой проблеме, которая назревала, сделали кнопку записи аудио в салоне. После нажатия на кнопку система предупреждает, что началась запись. В салоне началась запись. Водитель может сразу отправить ее в службу поддержки, и тогда сотрудник свяжется с участниками поездки и поможет избежать развития конфликта. Или уже после поездки поймет, с чего начался конфликт. Первая проблема, с которой мы столкнулись, когда запускали, что водитель нажимает кнопку, и понятно, что может происходить ничего. То есть просто тишина. И в этот момент, то есть нужно найти условно эти 20-30 секунд какого-то конфликта. Запись попадает в нашу ML-модель, где мы сначала ее пытаемся машинным обучением распознать и перевести, собственно, звук в текст, после чего сотрудник поддержки читает, что там происходило. То есть это такой незримый наблюдатель в поездке, который в случае чего даст понять, что, ребята, все контролируется, мы следим за развитием поездки. Если там что-то начало происходить, какой-то конфликт завязывается, то, как правило, если ты вот в самом начале даешь понять, что мы здесь, то это все заканчивается спокойно, и конфликт не развивается. Если у пассажира и водителя был конфликт, они больше не встретятся в поездке. Грустно, зато безопасно. У сервиса есть возможность разрывать связь между водителем и пользователем в случае, если поездка прошла дискомфортно для кого-то из них. Приходит обращение в поддержку, и поддержка отключает возможность пересечения для водителей и пользователей. Безопасность зависит и от нас самих. Вот пара советов для водителей и пассажиров, которые помогут избежать неприятных ситуаций. В
приложении есть там раздел безопасности. Пожалуйста, в спокойной обстановке, в поездке найдите все эти кнопки, посмотрите, где они есть. Посмотрите, где экстренный саппорт. Не надо туда писать, если там, вы вещи забыли, это не экстренная ситуация. Но если, не дай бог, что-то произойдет, связанное с безопасностью, вы уже будете знать, где... Да. Самое классное вообще, что можно сделать, это иметь видеорегистратор, который смотрит в салон. Работа таксиста сложная, сопряжена с определенными там, конфликтными ситуациями зачастую. А наличие камеры видеорегистратора, который пишет салон, тебе позволяет однозначно арбитру какому-то, будь то полиция или сервис, показать, вот что происходило на самом деле. Поэтому я считаю, это очень классная штука. Есть еще одна тема, о которой в серии про безопасность нельзя не поговорить. Это очень важная тема. Раньше она была табуирована и связана с различными стереотипами. Что считать домогательством? Домогательство — это любое проявление недопустимого поведения. Это и комплименты, это и навязчивые попытки познакомиться, это прикосновение, это попытки проводить. Все, включая моменты сексуализированного насилия. Сервис решает проблему с помощью алгоритмов. Пассажиры могут делиться своей геолокацией в приложении с друзьями или близкими. А с 2022 года система автоматически распознает значительные отклонения в поездке. Мы выявили некоторые закономерности, как развивается нежелательная ситуация. Если начинает происходить отклонение от маршрута, это такой звоночек, что, возможно, что-то идет не так. Вообще, если брать все поездки, то отклонение от маршрута – это абсолютно нормальная ситуация. Пассажиры говорят: мне нужно в магазин, давайте заедем. Я передумал, мы едем не туда. Ой, я не ту точку указал и так далее. Но если сюда добавить несколько факторов, то мы начинаем смотреть уже исключительно на потенциально опасные поездки. Что это за факторы? Это прежде всего ночное время, какая-то история жалоб на водителя. Поездка попадает на прозвон поддержку. Поддержка звонит водителю, спрашивает: скажите, пожалуйста, почему вы отклонились от маршрута сейчас? Он отвечает, что мы тут в Питере, у нас разведены мосты, мы на этот не успели, мы едем на следующий. Мы говорим: хорошо, спасибо большое. Прозваниваем девушку: почему вы отклонились от маршрута? Девушка говорит: мосты разведены, вам же только что водитель сказал. Мы такие: все, спасибо, супер. Мы считаем, что ничего страшного, что мы позвоним в поездку, где на самом деле ничего плохого не происходит. Лучше лишний раз убедиться, что все окей, чем пропустить какой-то плохой случай. Команда Яндекса привлекает экспертов к работе над проектами безопасности. Например, для улучшения коммуникации с пострадавшими. Достаточно много усилий вложили в то, чтобы привлечь экспертное сообщество к развитию наших процессов. Они проанализировали все, что есть уже в сервисе, пришли со своими предложениями, понимая уже специфику того, что происходит у нас. Мы делали с фондом Сила тренинг для наших сотрудников поддержки. И по результатам этого тренинга мы поменяли макросы. Это заготовки текстовые сообщений. И скрипты общения устные мы их сделали более человечными. Человек, который только что пережил какую-то опасную ситуацию, она для него искренне была опасной, не способен обработать большой объем рациональной информации. Поэтому, например, нет смысла оператору выдавать 10 пунктов инструкции, 3 контакта, 5 названий. Это просто будет в никуда и еще больше усугубит ощущение дезориентированности, беспомощности человека. Например, то, что мы переделывали, это более короткие, более лаконичные, более понятные, конкретные формулировки, да, потому что грузить человека рациональной этой фактурой, если он все еще в ситуации опасности, оно просто не работает. Очень важным процессом, который мы сейчас запустили, является курс по обучению водителей, как комфортно и безопасно вести себя с пассажирами, чтобы избежать таких ситуаций. Что бы ни случилось, здоровье и жизнь водителей и пассажиров застрахованы в каждой поездке. Если вдруг в поездке что-то случилось, один из инструментов, которым мы можем вам помочь, это страхование. Мало кто знает, но в Яндекс.Такси все поездки застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей. Застрахованы как водитель, так и пассажир. Страхование начинает работать с момента посадки пассажира в автомобиль, нажатия водителем кнопки в пути до момента непосредственно завершения заказа и высадки пассажира из автомобиля.
застрахованы случаи ДТП и противоправных действий третьих лиц. После того, как поддержка связывается с пострадавшим, мы с своей стороны высылаем ссылку на форму заявления, которую пользователь заполняет, прикладывает туда сканы всех документов и направляет в страховую. На основании этих документов страховая производит расчет и непосредственно выплату страхового возмещения. Надеюсь, страховка никогда вам не потребуется. В этой серии мы уже несколько раз упоминали службу поддержки, но еще про нее не рассказывали. Это чат, куда обращаются водители и пассажиры, чтобы быстро решить любой вопрос. Команда из 4500 человек 24/7 отвечает пользователям и водителям на те вопросы, которые они нам пишут в приложении. Начиная от каких-то финансовых простых вопросов, заканчивая сложными историями, с авариями, с происшествиями. Добрый день, Максим. Меня зовут Артем, служба развития качества сервиса Яндекс.Такси. Уточните, вы сейчас на заказе? Пробовали вы связаться с водителем через кнопку звонка в истории заказов? Каждую минуту в поддержку сыплются десятки запросов. Их обрабатывает модель машинного обучения, которая умеет отличить простое обращение от сложного. Машинное обучение используется для сортировки обращений и понимания сути этих обращений. Да? То есть в момент того, когда мы получаем какой-то тикет от пользователя, от водителя, нам нужно понять, про что там идет речь. И здесь нам нужно сделать ровно одну вещь, да? Это научиться эти обращения выдергивать из миллиона обращений, их отдавать в отдельную очередь, в отдельных сотрудников службы поддержки, которые могли бы эти вопросы решать. Когда система понимает, что обращение связано с каким-то происшествием, то передает его группе разбора критичных инцидентов. Сотрудники этого подразделения занимаются самыми сложными случаями – авариями, домогательствами или насилием. Это, собственно, ребята, которые дольше всего работают, которые прошли огонь и воду и которые готовы очень быстро принимать различного рода решения. Главное правило – это умение выходить за скрипты, за процедуры. Если на кону стоит безопасность человека, там, водителя или пользователя, неважно, сделай все возможное, что в твоих силах, чтобы сгладить это происшествие. Простыми вопросами, не требующими присутствия оператора, занимается чат-бот и отвечает как человек. В каких-то простых вопросах действительно у нас отвечает ML-модель. Там, допустим, на вопрос какой-то финансовый или, там, условно, вернуть деньги. Нет никакой сложности, чтобы эта модель сходила в бэкэнд, посмотрела стоимость поездки, посмотрела трек поездки, поняла, что поездка прервалась, вернула эти деньги. Все это происходит моментально, и сейчас она работает достаточно хорошо. Но так было не всегда. Раньше чат-бот ошибался. Эти примеры, они ходят по Пикабу и по соцсетям, когда ML ошибается, да, или когда она говорит абсолютно не фапат. Самая кринжовая история, когда ML-модель ребенка животным назвала. Но это как раз на этапе старта этой ML-модели, ее развития такого активного, да, когда было обращение про что-то там по поездку с ребенком, да, а ML-ка решила ответить, что нам очень жаль, да, водитель не должен был отказываться от поездки с животным. Вот. И эта история, она очень хорошо так разошлась по всем соцсетям. С одной стороны, это грустно, вот. С другой стороны, эти ошибки, они позволяют этой ML-модели обучаться. Самое главное, вот с ML-моделями их очень аккуратно использовать. Должно быть очень точечное применение, да, там, по каким-то по ключевым словам, там, с точностью там, 99,9%, где там вероятность ошибки должна быть сведена к нулю. Потому что не очень приятно ошибиться там, в каком-то финансовом вопросе, да, но это критически нельзя сделать в истории с безопасностью. Когда поездка заканчивается, меры безопасности продолжают действовать. Ряд мер также направлен на обеспечение безопасности, когда вы уже приехали и забыли о том, что вы вообще вызывали такси, пользовались сервисом, но безопасность продолжает работать. Самое простое, что можно привести, вот пример, да, что работает после поездки, это та оценка, которую вы ставите за поездку. Отзывы пользователей несут огромный сигнал для того, чтобы понять, что в поездке возникли какие-то вопросы по безопасности, угрозы безопасности, что здесь есть какие-то сигналы, на которые нам стоит обратить внимание. Возможно, вы видели, после того, как вы ставите не 5, система предлагает вам выбрать, что пошло не так.
И кроме вопросов качества, да, что вам там не понравилась модель автомобиля или в салоне был запах, есть пункты, которые касаются безопасности. Все эти сигналы учитываются. Некоторые водители думают, что плохая оценка от пользователя может повлиять на рейтинг. Но на самом деле оценки защищают водителей. Мы стараемся обогатить себя какими-то знаниями и о поездках, и об истории поездок, и пользователя, и водителя, о жалобах и на того, и на другого. И вот в момент какого-то происшествия сопоставлять все эти факты и данные в моменте, чтобы вынести это справедливое решение, чтобы этого какого-то противовеса в одну сторону не было. К примеру, если мы видим, что у водителя, там, условно, 5000 поездок, а на него не было 0 жалоб, а тут вдруг на него приходят и жалуются, мы понимаем, что, кажется, скорее всего, такого быть не могло. Оценки работают в обе стороны. Если пассажир часто конфликтует, отвлекает водителя, создает опасные ситуации или сбегает, не оплатив поездку, скорее всего, на такого пользователя пожалуются, и он может получить блокировку. Но решение о блокировке принимается только после тщательного разбора. Безопасность – очень важная тема, хоть и довольно табуированная, но она заслуживает, чтобы о ней говорили публично и много, не скрывали происшествия, а разбирались в них, создавали новые технологии для защиты водителей и пассажиров. И, конечно, рассказывали друг другу о том, как важно пристегиваться.